Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Марианна, и сегодня я расскажу вам, как сделать самую обыкновенную кисточку для ваших поделок. Мне кисточки пригождаются для того, чтобы как-то украсить те подвесочки, которые я делаю из бусин. Для того, чтобы сделать кисточку, вам понадобятся нитки, основа примерно той длины, которой вы хотите видеть вашу кисточку. То есть, если вы возьмете основу меньше, то кисточку, которую вы сделаете, вытянуть вы уже не сможете, а подрезать вы сможете. Поэтому примерно сразу постарайтесь подобрать основу нужной вам длины или чуть-чуть длиннее. Даже лучше чуть-чуть длиннее, потому что все равно обычно кисточку приходится равнять. Вот, значит, наша основа. Основу можно взять из какого-то плотного материала. Можно досочку, или вот я взяла, по-моему, это называется поликарбонат. Но я не уверена. Итак, мы берем нашу основу, берем ниточки и начинаем наматывать ниточки на основу. Старайтесь не туго наматывая нитку, потому что если вы будете наматывать ее слишком туго, и ваша основа будет недостаточно крепкой, чтобы держать такое сильное натяжение, то она будет сгибаться, и все последующие витки будут чуть-чуть меньше, чем предыдущие. И, в общем, вам в дальнейшем, когда ваша кисточка будет готова, слишком много придется срезать. Поэтому не натягивайте. Итак, вот я намотала свою будущую кисточку на основу. Имейте в виду, что если вы хотите сделать тощенькую кисточку, тогда наматывайте ниточек немножечко. Если потолще, соответственно, побольше ниточек. И учитывайте, что одна сторона – это только половина кисточки. Так, вот мы отрезаем лишнюю ниточку. Теперь мы берем ниточку, которая будет держать нашу кисточку в дальнейшем. Возьмите ее той длины, которая вам нужна. И теперь нам предстоит сделать узелок. Сложность узелка вот в такой вот ситуации, когда ниток много, заключается в том, что вам нужно первый узел держать пальцем, сверху завязывать второй. Поэтому я завязала первый, приготовила второй, потом затягиваю. Держу пальцем первый узелок и завязываю. Вот. Таким образом у меня получился хороший узелок. Можно на всякий случай протянуть еще раз, но это, я думаю, излишне. Но это не обязательно. Точно так же первый узелок, второй узелок. Держим первый, завязываем второй. Итак, наша перевязь получается примерно посередине нашей намоточки. Мы переворачиваем намоточку и разрезаем нитки примерно посередине. Даже мы здесь поправим на всякий случай. Вот я здесь немножко больше намотала, чем основа может держать. Вот она вот так вот подогнулась.
примерно посередине я прицеливаюсь и подцепляю все нитки и разрезаю. Оп. Вот. Перед вами начало. Собственно, основная часть. Нам осталось только соединить все это вместе и сделать нашей кисточке головушку. Для этого мы берем еще кусочек нитки. И начинаем. Нам нужно немножечко натянуть нашу кисточку с тем, чтобы головушка была без петухов, что называется. Натянули, как смогли. И начинаем наматывать другую ниточку. Вот здесь нужно наматывать потуже, настолько, насколько позволяет крепость вашей ниточки. И опять-таки количество намотки тоже зависит от вашего желания. Если хотите отделить голову более широким поясом, так сказать, то наматывайте побольше. Мне, наверное, достаточно. Тощенькая кисточка, с ней, соответственно, проблем поменьше. Когда у вас меньше ниток, они не топорщатся в разные стороны. Так. И теперь мы завязываем узелок. Кстати говоря, пользуясь техникой кисточек, можно сделать нитяных кукол, видео про которых я сделаю чуть-чуть попозже и оставлю, обязательно выложу в комментариях к этому видео. Вот. Мы делаем узелок. Здесь уже с узелком попроще, потому что у нас намотка держит. Я делаю несколько узелков. Узелок мы сейчас прячем, поэтому можно несколько сделать. Так, вот наша кисточка почти готова. Теперь нам надо сделать голову нашей кисточки посимпатичней. То есть все вот эти вот торчащие штучки нам надо убрать. Для этого мы потянем. Так вот. Вот. Так. Теперь мы берем крючок. Самый, что ни на есть, обычный, но, конечно, поменьше размером. И вот нам надо спрятать узелок, больно несимпатичный. Подныриваем под воротник и вытягиваем нашу веревочку. Вот, узелок спрятался. Отлично. Вот у нас кисточка. Теперь нам нужно сделать так, чтобы вся кисточка была ровненькой. А для этого мы берем ножницы и начинаем кисточку равнять. Вот.
Все зависит от ваших претензий к этой кисточке. Сравнять можно долго. И можно прям всю ее так и сравнять. Поэтому просто основное торчащее я уберу. Остальное пусть останется. Вот так вот. И вот у меня получилась вот такая вот кисточка, которую я повешу на свою следующую поделку из бусин. Я сделаю экосайдер из бусин и украшу его вот этой кисточкой. Смотрите мое следующее видео. С вами была Артмастер Марианна. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Увидите много интересного. Удачи вам. До свидания.